Приветствую! Обзор-анализ прогноз криптовалют. Сейчас многие задаются вопросом, будет ли еще один перелой или дно биткоина уже пройдено. Вот и компания Glassnode на этой неделе выкатила исследование, в котором попытались разобраться, пройдено ли дно биткоина на данный момент. Давайте посмотрим их отчет и, как всегда, после этого глянем интересную статистику, новости криптовалют, а также графики. В течение 2021 и 2022 года диапазон цен от 30 до 40 тысяч долларов являлись надежной поддержкой. Данные ценовые уровни помогли остановить падение в 2021 году аж в 50% летом. Также в сентябре данные ценовые значения остановили падение, и примерно эти же уровни остановили падение в январе 2022 года. Данная метрика показывает распределение цен реализации. Здесь мы видим, что 2351 миллион биткоинов были переведены между ценами в 36 и 41 тысяча долларов. И даже с учетом того, что эти монеты перераспределяются в сторону более низкой реализованной стоимости, рынок остается высоконагруженным. Более 25% всего предложения, а именно 4775 миллионов биткоинов, перемещались по гораздо более крупным ценам. Индикатор доминирования лонговых позиций показывает, что на этой неделе шорты были в минусе с небольшим перекосом в сторону ликвидации коротких позиций. Но стоит отметить, что величина данного показателя достаточно низкая, и это дает полагать, что данный рост именно обеспечен ликвидацией шортов. Это и подтверждается однодневным изменением открытого интереса, где мы еще не видели сокращения доли заемных средств, когда большое количество открытых контрактов закрывается принудительно, но при этом открытый интерес к фьючерсам по-прежнему остается достаточно высоким. И если же смотреть на спотовые метрики, то видно, как на этой неделе значительно увеличилось количество новых игроков. Если же посмотреть на историю, то мы видим, что чаще всего подобные движения были в периоды коррекций. В начале этого года, весной 2021 года в начале коррекции, также даже в периоды бычьего тренда на коррекциях также увеличивался данный показатель. Это дает нам понять, что интерес к биткоину на данный момент возобновляется. Впервые с конца ноября краткосрочные холдеры увидели, так сказать, свет в конце тоннеля и могли зафиксировать плюс. И это произошло после того, как значительная часть этих краткосрочных инвесторов несколько месяцев вытряхивалась в минус. На недавней истории биткоина такое можно было видеть еще два раза. В марте 2020 года, так сказать, в начале забега, и при серьезной коррекции летом 2021 года. Также и на данном индикаторе мы можем видеть достаточно бычье расхождение. Этот показатель моделирует степень импульса рыночного ценообразования по отношению к притоку капитала. Последовательные более высокие и низкие пики указывают на увеличение либо на снижение импульса. Прорывы же указывают на новый восходящий или нисходящий тренд. Если весной 2021 года данный индикатор указывал на медвежью дивергенцию и на возможное снижение, то сейчас мы видим, как формируется бычья дивергенция, и возможность роста резко увеличивается. К тому же мы видим, как была пересечена красная линия, что является сигналом к росту. И этот сигнал последовал после трехмесячного нисходящего движения, который подтолкнул профиль месячной доходности биткоинов в отрицательную зону. Здесь как раз и показана доходность биткоина в виде 30-дневной скользящей. Отрицательные же значения свидетельствуют о исторической перепроданности. Значение в минус 30%. И за последние 5 лет такая низкая отрицательная доходность была лишь в 5 случаях. При коррекции в январе и апреле в 2018 года, которая положила начало медвежьему рынку, капитуляция медвежьего рынка в ноябре 2018 года, распродажа в марте 2020 года, когда все узнали про Короныч, на коррекции в мае 2021 года, и вот сейчас в 2022 году мы достигли этих же значений. Также при анализе они использовали индикатор Mayer Multiply. И также обращают внимание, что мы достигли дна по данному индикатору. Такое было всего лишь несколько раз за всю историю. И всякий раз после того, как мы уходили с данных значений, биткоин показывал хороший рост, как в 2011 году, в 2014, в 2015, в 2018, 2019, в марте 2020, в 2021 и вот сейчас в 2022 году. Еще одна метрика, которая позволяет определить справедливую стоимость биткоина – реализованная стоимость, так сказать, к жизнеспособности. Данный индикатор уже несколько раз на истории оказывал поддержку. Из недавнего это
октябрь 20, тоже лето 21. Возможно, сейчас мы увидели ложное пробитие, потому что уже на данных показателях мы вернулись над сигнальной линией. И в совокупности с другими индикаторами это также дает плюс в пользу того, что вполне вероятно дно было пройдено. Также при анализе берется информация о взломанном в 2016 кошельке Bitfinex и проводит параллель, что подобные же сильные движения в сети биткоина были на дне в начале 2019 года. В нашем же случае данный показатель значительно превышает показатели 2019 года. Показатель уничтоженных монет также достиг многолетнего максимума. Снова рассматривается информация Live Lines, но немного с другой стороны. Снижение данного показателя указывает на то, что во всем предложении биткоина большинство монет находится в состоянии покоя. Это достаточно типично для накопления холдеров и очень часто совпадает с медвежьими рынками. И все бы ничего, это длилось достаточно долго, но на этой неделе мы увидели резкий рост данного показателя. Аналогичный рост мы видели в завершении коррекции летом 2021 года, после чего цена сделала перехай. И последний график из их отчета. Это метрика, которая показывает случаи, когда небольшое количество кошельков тратит очень большое количество монет. И данный показатель не отреагировал на крупные перемещения кошелька Bitfinex. И показатели упали практически до минимума, что мы видели летом 2021 года. Восходящие же метрики, как это было после отскока лета 2021 года, как раз таки и идут параллельно с бычьими трендами, тогда когда идет продажа старых монет. И какой же у нас итог после того, как было рассмотрено такое большое количество различных метрик? Стоит перечислить несколько факторов. Цена биткоина отскакивает после того, как мы увидели несколько месяцев планомерного снижения. У нас существует сильная поддержка, которую не могут пробить уже достаточно долго. Район 30-40 тысяч. Большинство рассмотренных индикаторов показывает, что мы находимся в отличной зоне для разворота. На этом падении большое количество людей понесло убытки. Краткосрочные холдеры только сейчас начинают закрываться в небольшой плюс. Различные осцилляторы понемногу начинают показывать лонг. Все эти значения помогут каждому понять, является ли это дном рынка либо нет. Также на этой неделе еще и CoinShares выкатил свой отчет. Здесь они дают информацию о том, какое настроение в целом у крупных игроков, во что они готовы инвестировать. И вот они пишут, что биткоин на третьей неделе продолжает быть лидером по притоку денег. Был плюс в 71 миллион на прошлой неделе. И это самый большой показатель с начала декабря. А общий трехнедельный приток был 108 миллионов долларов. А вот в эфириум инвесторы не верят, и на данный момент уже 9-я неделя оттока капитала. В эфириум пока инвестировать не торопятся и даже выводят. Но есть альткоины, в которые продолжают поступать деньги. Это такие монеты, как Solana, Polkadot и Cardano. В них, соответственно, инвестировали 2,4 миллиона, 2,2 и 1,1. Также отдельно сообщается, что монета Terra Luna получила свой первый серьезный приток в инвестиционный фонд. Плюс 1,4 миллиона на прошлой неделе. И давайте пробежимся по рынку. Крипторынок на данный момент немного покраснел. Несколько монет показывают хороший плюс, но большинство с небольшим минусом. Судя по процентам, это не обвал, а краткосрочные коррекции это достаточно естественно. За 24 часа монета XRP ворвалась на 4-ю строчку по объему торгов. Почти 6 миллиардов долларов за сутки. Эту монету обязательно глянем в конце. Лидер роста сегодня Cadena, почти плюс 29%, а наибольшее падение у монеты Gala, минус 10%. Лонги и шорты по биткоину за сутки практически не изменились, даже 1% нет. Индекс страха и жадности давно не показывал таких значений, и сегодня мы даже вышли из зоны страха. На текущий момент это нейтральная зона, цифра 48, вчера была 45, страх. За 24 часа ликвидировано более 82 тысяч трейдеров, забрали у них 301 миллион долларов, и как мы уже привыкли за последние дни, больше всего теряют шортисты. Более 61% всех денег забрали именно у них. Даже визуально видно, как лонговые ликвидации достаточно низкие, а шортовые намного больше. Grayscale на этот раз ничего не купили, за сутки у них все по минусам, и за 7 дней также все балансы монет в минусе. Недавно мы смотрели, что мувинг профита и потерь находился совсем близко, и вот сейчас произошло это пересечение, что также дает сигнал в лонг. Будем следить и дальше. Важно, чтобы два этих показателя разошлись в разные стороны, и голубая линия была выше красной. Также Whale Map дает нам вот такую информацию и показывает, что наверху у нас
достаточно мощное скопление крупных покупок на уровне 48-46 тысяч долларов за биткоин, что может стать серьезным сопротивлением на пути к росту. Сегодня произошло увеличение резервов майнера, также хотел отметить это в ролике. На росте майнеры не сливают, а только продолжают накапливать свои резервы, естественно, с целью продать подороже. Посмотрим, какие крупные перемещения были за 24 часа. EAR Finance на 2300 перемещались, Curve DAO на 2400, Phantom на 34 миллиона. Редко увидишь такие суммы. Монета Quant на 7200, WooTrade Network на 3161, Matic на 4 миллиона, Decentraland на 1 600 000, Chainlink на 6200, AMP на 7200, снова Phantom на 1 700 000 и еще Phantom на 1 300 000, Matic 1 100 000, Maker 4,5 миллиона, Chainlink 4400, еще Chainlink 1 800 000, Matic на 2 миллиона, Matic 1 200 000, Matic на 19 800 000. Пока лидируют у нас Phantom и Matic. Снова Matic на 1 500 000, Decentraland на 3 300 000 и снова Matic почти на 2 миллиона. Graph токен на 7 600 000, Matic на 2 100 000, еще Matic на 1 400 000. И это все за последние 24 часа транзакции на эфириум кошельках более $1 миллиона. По социальной активности также биткоин и эфириум вне конкуренции. На третье место сегодня выбилась монета Shiba Inu. Что неудивительно, на ней большой рост. На четвертом месте XRP. Также и Sentiment обратили на XRP свое внимание. Демонстрирует тот факт, что при снижении цены количество активных адресов становилось все больше и больше. Также в своем телеграм-канале вчера размещал новость о том, что разработчик Axie Infinity заявил о масштабных изменениях в экономике игрового проекта. Axie ждут серьезные изменения с нового 20-го сезона. Планируется внести баланс во внутреннюю экономику. Теперь больше не будут давать внутреннюю монету SLP за действие. И также в игре появятся скины, предметы, кастомизации и уникальные аксессуары для игровых персонажей. Больше всего меня заинтересовало изменения, связанные с SLP. Потому что монета укатана просто в пол. А все потому, что данная монета легко доставалась игрокам. Ее цена постоянно падала. И вот сейчас они решили полностью изменить подход. SLP будут полностью удалены из однопользовательского режима. Это позволит немного выровнять курс актива. Сейчас в игре добывается в 4 раза больше SLP, чем сжигается. Также сейчас посмотрим график этой монеты. Но до этого несколько новостей. Президент Казахстана поручил повысить налоги на майнинг. Он обрадовался, что из Китая пришло к нему большое количество майнеров, и естественно он не хочет просто так давать им работать. Нужно с этого немного поиметь и для бюджета. Оправдывает все это нагрузкой на электросистемы, на электросети. И теперь в Казахстане будут выявлять всех майнеров. А сделать это будет легко, всего лишь нужно будет посмотреть на историю электропотребления. И если она возросла, то уже туда будут заявляться и смотреть по факту, что там происходит. Важно отметить, что запрета здесь не планируется, а лишь хотят внедрить какую-то справедливость, чтобы майнеры платили больше, чем обычные пользователи. Приложение Cash App добавили поддержку Lightning Network. Это очень популярное приложение в США, и огромное количество пользуется им. Lightning Network доступен в приложении Cash App. Это самый быстрый и экономичный способ платежей в биткоинах. Lightning позволяет отправлять биткоин на любой кошелек в мире быстрее, чем завязываются шнурки, и при этом бесплатно. Именно так они прокомментировали свою новость в Твиттере. На данный момент происходит тестирование и готовится к полномасштабному запуску для всех. Это, несомненно, просто шикарная новость. То есть, по сути, все пользователи Cash App, а это практически все население Америки, не считая Нью-Йорка, для них нужна отдельная лицензия, могут беспрепятственно просто рассчитываться криптой, биткоином. Еще одна интересная новость. SEC потребовала от Tesla данные о согласовании твитов Илона Маска с юристами. Они хотят знать, каким образом исполняются условия соглашения, по которым твиты Илона Маска должны предварительно согласовываться с юристами. В 2018 году SEC обвинила Маска в том, что он ввел в заблуждение инвесторов, когда написал в Твиттере о своих планах выкупить Tesla. Спустя 17 дней после публикации этого сообщения выяснилось, что для столь громкого заявления никаких фактических оснований не было. И Маск вообще не планировал этого делать. Тогда сам Маск и Tesla выплатили по $20 миллионов для урегулирования претензий регулятора. И после этого Маск ушел с поста председателя совета директоров Tesla и обязался впредь согласовывать свои твиты с юристами компании. Но если почитать твиттер Илона Маска, совсем не кажется, что эти твиты согласованы с кем-то вообще. То мемасы какие-то постит, то рассказывает, что он пишет все это с унитаза. Ну и твиты про Dogecoin
наверняка вряд ли согласовывались с Теслой. Судя по всему, SEC просто хочет еще $20 миллионов для урегулирования очередной претензии. Вряд ли Маск откажется от такого легкого управления курсом крипты. Ну и давайте посмотрим графики. XRP на данный момент показывает хороший рост. Здесь у нас структура не сломана. Как говорилось ранее, данное движение с начала лета по структуре очень сильно напоминает импульс. Затем после этого мы увидели трехволновое снижение, которое не пробило начало этого импульса. Что говорит о том, что вполне это может стать разворотом на предположительно третью волну. Минимальное значение это предыдущие пики в районе 1.35, а расчетная зона для третьей волны начинается с уровня 1.75. Также, когда в последний раз мы рассматривали XRP, вот здесь я отмечал точку, где можно подбирать XRP с целью продать подороже. Естественно, стоп уже можно давно передвигать без убыток по своей системе, и даже если мы сейчас резко полетим вниз, зафиксируется плюс. Поэтому прогноз по XRP прежний. Минимальная цель это 1.35, если все пойдет по данной структуре. Давайте глянем еще и SLP. Внизу мы видим огромные объемы, которые вышли на отличные новости о том, что SLP будут поднимать с колен. Но однако же вот здесь была аналогичная ситуация. Также были большие объемы, были надежды на возобновление роста данной монеты. По структуре мы должны были дожидаться заходного импульса и стоп за основание. Вот это движение очень похоже было на возможность залететь в рынок, поэтому если кто-то здесь брал, то стоп сработал примерно за вот этим лоем от 28 октября, что, конечно же, уберегло вот от такого падения. И теперь есть очередная возможность залететь в эту монету по гораздо более выгодным ценам. Если кто-то сидит в этой монете и думает, когда же можно усреднять, то это отличная возможность для усреднения. А если у кого-то этой монеты нет, то это неплохая возможность, чтобы на какую-то копеечку прикупить монету SLP, при том, что вышли неплохие новости. Технически также выглядит все это неплохо. И если смотреть, например, на дневке, у нас тут просто дикие дивергенции в лонг на этом падении. Объем здесь отличный. Сейчас мы идем в откаты, поэтому здесь на этом откате можно лесенкой купить и стоп сюда за основание. Давайте еще фантом посмотрим. Что-то ее очень прям активно откупают, эту монету. Точнее перемещают, как мы видели на истории эфириум кошельков. Последний раз мы смотрели ее. Не помню, где уже находились, но в любом случае отработали обе цели. И в верхнюю мы пришли, и в нижнюю мы пришли, и снова наверх ушли. В общем, здесь ее было очевидно, как торговать. Все, она прекрасно отработала. Давайте посмотрим, что на ней в данный момент. Уровень поддержки и сопротивления, который был и в сентябре 2021 года, и несколько раз его уже с двух сторон тестировали. На этот раз также отскочили. Скользящая средняя, которая также на истории видим, как помогает удерживать восходящий тренд данной монеты. 4 часа посмотрим. Объемов нормальных нет. Скользяшку мы на 4 часах не пробили, пока она является хорошим сопротивлением. Поэтому стоит подождать, когда мы пробьем ее и хотя бы закрепимся. Вот это будет, конечно, неплохой вариант. Если будет и структура пятиволновая, и скользяшку вот эту пробьем 200-ку, здесь тогда на откате можно будет брать. Пока этого нет, здесь я бы не рисковал и рассмотрел более явные сетапы на других монетах. Ну и давайте посмотрим, что у нас на биткоине. Первую цель отработали. Можно ее удалять. Следующая цель у нас на уровне 51 тысячи. Что говорит за дальнейший рост, это то, что мы сломали здесь дивергенцию на индикаторе. Был здесь дивер на коррекцию, но теперь показатели индикатора выше и никакого дивера нет. Это также дает больше вероятности на дальнейший рост, нежели на какое-то сильное снижение. Поэтому по биткоину долго останавливаться не будем. Здесь все по-прежнему. Глобально я здесь за лонг. Локально также больше выглядит за движение в восходящем направлении. Благодарю тех, кто досмотрел видео до конца. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал и на телегу. Всем удачной торговли и счастливо.